Ребята, сегодня днем Калифорния официально оказалась в центре внимания всего мира, когда открылись ворота стадиона Стэмфорд и началась саундчек концерта BTS, мгновенно вызвавшая волну невероятного энтузиазма у тысячи ERMY, заполнивших площадку с полудня. Под рев толпы и море ослепительно-фиолетовых светящихся палочек внимание международной публики сразу же привлекли две культовые фигуры – Ким Тэхён и Чон Чонгук. Их появление на сцене было не просто репетицией, а грандиозным проявлением харизмы, мгновенно зажегшим атмосферу стадиона. Как только их шаги стали видны под прожекторами, раздались истерические крики фанатов, эхом разнесшиеся за пределы стадиона, положив начало эмоциональному, кинематографическому моменту. Американские развлекательные СМИ даже описали накал страстей как начало блокбастера мирового класса, где каждое движение Тэхёна и Чонгука доминировало на сцене и покорило сердце всех зрителей. Главным событием вечера стало выступление Ким Тэхёна, также известного как Ви, который, несмотря на непринужденный стиль, излучал мощную и загадочную ауру мировой суперзвезды. В красной рубашке с длинными рукавами и темных брюках Тэхён умело добавил свой фирменный художественный штрих, элегантно обмотав шею шарфом и надев шляпу, из-под которой виднелась половина его светлых волос. Как только его солнцезащитные очки отразились в свете прожекторов стадиона, и его лицо появилось на огромном экране, тысячи ERMY восторженно зааплодировали, словно не в силах оторвать глаз от его необыкновенного визуального обаяния. Присутствовавшие на мероприятии журналисты, пишущие о развлечениях, даже отметили, что то, как Тэхён стоял один посреди пустой сцены, было невероятно поэтично и кинематографично, создавая глубоко эмоциональную атмосферу, которая свидетельствовала о его зрелости как артиста мирового класса, постоянно привлекающего внимание международных СМИ. Однако в тот день на сцене царила не просто завораживающая тишина, ведь самый младший из участников, Чонгук, продемонстрировал невероятную энергию, которая мгновенно, за считанные минуты, зарядила энергией весь стадион. С присущей ему широкой улыбкой Чонгук несколько раз пробежался по сцене, излучая заразительную жизнерадостность и тепло, шутя с Тэхёном и Чимином во время проверки звука. Естественная химия и спонтанное взаимодействие между Чонгуком и Тэхёном, или, как ласково называют их фанаты, дуэтом Тэкук, мгновенно привлекли всеобщее внимание в тот день, поскольку оба выглядели совершенно расслабленными и наслаждались каждой секундой своего пребывания в Калифорнии. Каждый раз, когда Чонгук наклонялся, чтобы что-то прошептать и посмеяться вместе, или когда они обменивались игривыми взглядами посреди песни, рев ERMY на трибунах становился все громче, отмечая теплоту и искренней связи, которая лежала в основе долгого пути группы. С наступлением вечера атмосфера на стадионе Стэмфорд становилась все более напряженной и величественной. Сценическое освещение включилось на полную мощность, озарив небо волшебными оттенками фиолетового, синего и серебристого. Когда зазвучали хиты, глубокий, эмоциональный вокал Тэхёна идеально сочетался с чистым, ровным голосом Чонгука, создавая потрясающую гармонию, под которую тысячи фанатов подпевали, создавая ощутимую вибрацию по всему залу. Вскоре короткие видеоролики с милыми моментами общения Тэхёна и Чонгука и их захватывающими выступлениями заполонили социальные сети, и их имена, наряду с BTS, за считанные минуты возглавили мировые тренды. Сегодняшний саундчек в конечном итоге стал символом непоколебимой связи между BTS и ERMY, грандиозным и трогательным началом новой главы, где со скромной сцены прошлых лет Тэхён и Чонгук теперь стоят вместе на вершине мира, готовые покорить Калифорнию. Первоначально едва слышный гул музыкальных инструментов полностью превратился в звуковую волну, сотрясающую фундамент стадиона Стэмфорд, когда два солиста начали проверять свои микрофоны. Отличительный, глубокий, бархатистый баритон Ким Тэхёна прекрасно заполнил каждый уголок открытого пространства, придавая меланхоличный оттенок, который мгновенно пронзил сердце и вызвал мурашки по коже. Вскоре после этого вступил чистый, ровный и мощный высокий вокал Чон Чонгука, дополняющий низкие частоты невероятно точными гармониями, подобно произведению высокого искусства.
Это контрастное, но идеально дополняющее друг друга музыкальное сочетание покорило тысячи зрителей, доказав, что их технические навыки достигли уровня зрелости, недостижимого для любого солиста в современной музыкальной индустрии. В перерывах между проверками звуковой системы визуальная динамика сцены ожила, когда самый младший участник начал двигаться в такт медленному, ритмичному барабанному бою. Без каких-либо официальных указаний хореографа, молодой человек из Пусана продемонстрировал естественную плавность движений, время от времени скользя по гладкому полу сцены и одаривая публику игривой улыбкой, которая тут же встретила его бурными аплодисментами. Увидев спонтанные действия своего младшего брата, Тэхён, который сначала стоял неподвижно, наблюдая за монитором звука, быстро присоединился, синхронизируя свои шаги в импровизированном танцевальном номере, который выглядел элегантно, но непринужденно. Визуальная эстетика, созданная сочетанием уверенных, мужественных движений с одной стороны и ярких, харизматичных жестов с другой, представляла собой захватывающее зрелище, которое не давало покоя операторам международных СМИ, запечатлевшим этот редкий момент. Выйдя на большую сцену, эти две звезды продемонстрировали необычайное внимание к преданным фанатам в первом ряду. Ви медленно опустил солнцезащитные очки на кончик носа, бросив проницательный, но теплый взгляд прямо на толпу, простой жест, который привел трибуны в неистовый восторг. Тем временем его партнер не молчал, он опустился на колени у края сцены, приблизившись как можно ближе к ограждению, чтобы слушать, как фанаты безостановочно скандируют его имя. Это непринужденное взаимодействие, продолжавшееся несколько минут, создало интимную атмосферу на великолепном стадионе, подтверждая, что огромный успех, которого они добились сегодня, нисколько не уменьшил их скромность и глубокую признательность своим поклонникам. Хотя атмосфера дневной репетиции была наполнена смехом и освежающими шутками, сосредоточенность и профессионализм этих двух талантливых молодых людей оставались на высочайшем уровне. Во время исполнения песни Тэхён был замечен, как подавал очень специфические сигналы технической команде за кулисами, прося отрегулировать громкость своих внутриканальных мониторов для поддержания высочайшего эстетического уровня. Одновременно с этим темноволосый молодой человек рядом с ним демонстрировал аналогичную скрупулезность, проверяя резонанс басов больших динамиков в конце сцены, чтобы каждый бит музыки был идеально слышен до самых задних рядов стадиона. Эта невероятно строгая рабочая дисциплина является свидетельством их непоколебимой репутации сценических исполнителей мирового класса, непоколебимой, несмотря на меняющиеся тенденции в индустрии. В зоне для журналистов десятки фотографов из различных мировых информационных агентств были заняты тем, что направляли свои длиннофокусные телеобъективы, пытаясь запечатлеть каждую деталь мимики этих двух современных икон поп-культуры. Вспышки фотоаппаратов многократно сверкали, запечатлевая момент, когда золотое калифорнийское послеполуденное солнце освещало симметричное лицо Тэхёна, которое выглядело как классическая скульптура. Журналисты развлекательных новостей с восхищением перешептывались о том, как этим двум мужчинам удалось создать такой мощный визуальный образ, даже без помощи тяжелого макияжа или гламурных сценических костюмов. В новостных онлайн-статьях, появившихся через несколько минут, царила всеобщая хвалебная оценка того, как их неподдельная харизма и естественное обаяние превратили техническую репетицию в поистине стильное уличное модное шоу. Влияние событий внутри гигантского стадиона мгновенно ощущалось в глобальном цифровом пространстве, где миллионы людей по всему миру начали искать любительские видеозаписи, загруженные счастливчиками. Хэштег с участием двух айдолов мгновенно возглавил тренды на основных платформах социальных сетей, сгенерировав миллионы твитов в рекордно короткие сроки и побив рекорд по наибольшей вовлеченности в цифровую среду за первое полугодие. Аналитики индустрии развлечений отметили, что эта массовая цифровая истерия была вызвана глубоким глобальным желанием снова увидеть органичное взаимодействие на сцене после длительного отсутствия южнокорейской вокальной группы в масштабном туре по Америке. Этот взрывной цифровой энтузиазм также послужил ранним индикатором того, что продажи билетов и официальной концертной атрибутики в последующие дни установят новые рекорды в современной музыкальной индустрии. Присутствие этих двух центральных фигур на главной сцене также послужило мостом позитивной энергии, укрепив связь между 5 другими столь же восторженными участниками группы в тот день.
Когда лидер Ким Намджун подошел с оценочными замечаниями от продюсерской команды, двое молодых людей уважительно выслушали отзывы, прежде чем наконец растопить лед теплым объятием, встреченным смехом Чон Хосока и Мин Юнги. Это искреннее единение излучало сильные чувства семьи, стирая чопорное впечатление, обычно ассоциируемое с корпоративными музыкальными группами, и заменяя его портретом настоящей дружбы, выдержавшей испытание временем и давлением мировой популярности. Эта прекрасная сцена часто оставляет у поклонников ощущение глубоко личной эмоциональной связи, выходящей за рамки отношений кумира и простого ценителя искусства.